Главной фишкой всех игр серии Naruto Storm являлись Quick Time Event сцены, где игрок должен быстро выполнить какие-либо действия с контроллером, например быстрое нажатие определенных клавиш или кнопок. В этом видео разберем, как создавались эти сцены за столь короткий срок разработки проекта. В игре Naruto Storm 2 есть сцены в реальном времени, в которых в полной мере используются суперанимированные выражения, называемые Interactive Action. Interactive Action предназначен для того, чтобы игрок не только видел изображения, но и чувствовал их, погружался. Для того, чтобы у игрока было ощущение, что он управляет персонажем в сцене. Персонаж игрока может совершать действия в Interactive Action с таким же ощущением управления, как и в играбельной версии. К примеру, запуск Rasen Shurikена Наруто выполняется с той же самой комбинацией кнопок, что и в обычном сражении с ботом. Таким образом, вы можете почувствовать, как будто вы двигаете персонажем в Quick Time режиме. Выше я упомянул о чувстве контроля, как будто вы двигаете персонажа. В зависимости от результата операции, сцена будет ветвиться. Игра создана для того, чтобы игроки могли с удовольствием почувствовать себя в шкуре Наруто, Саски и другими персонажами серии. Кроме того, Storm 2 содержит около 380 сцен. Чтобы создать такое огромное количество сцен за ограниченное время, CyberConnect 2 приложили много усилий для их создания. Для этого понадобился инструмент, созданный программистами компании под названием Flow Editor. Это запатентованный инструмент, разработанный CyberConnect 2, который позволяет соединять сцены, созданные по отдельности, и превращать их в единую QTE-сцену. Вы также можете использовать этот инструмент для настройки потока, который в случае неудачи переходит к Failed Scene, а в случае успеха к Successful Scene. С помощью этого инструмента можно также настроить субтитры, время ввода команд и кнопки для ввода. В первом Naruto Storm программист отвечал за эти различные настройки. Программисту и художнику приходилось часто общаться друг с другом, чтобы создать сцену, удовлетворяющую обе стороны. Это был очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. Это отнимало много времени и средств. Чтобы решить эту проблему, CyberConnect 2 разработали эту интуитивную понятную систему, которая может быть настроена только художником. Другими словами, художник может устанавливать различные элементы, которые раньше устанавливал только программист с помощью одного инструмента. В результате программисту достаточно создать этот инструмент в самом начале, а затем художник-аниматор может легко корректировать сцену, пока не будет удовлетворен. Эффект неудачи можно наблюдать только в том случае, если командный ввод провалился. Для того, чтобы создать огромное количество сцен за ограниченный период времени, разработчики решили, что самое важное, на чем следует сосредоточиться, это представление, когда игрок добивается успеха. По этой причине CyberConnect 2 с особой тщательностью подошли к созданию неудач. Фактически почти половина неудач повторяется. Общее количество Failed Scene составляет менее 1/4 от Successful Scene. Таким образом, в Storm 2 удалось создать огромное количество сцен за короткий срок разработки.